что, ребят, всем привет огромный. Уже из дома, из Подмосковья. Сегодня день у меня начинается с помывки коня. Очень соскучился по своему коню. Вот, аккумулятор не подсел в этот раз, все нормально. Зимняя резина у меня стоит. Мы на месяц приехали. Звонил шахмонтаж друзьям, говорю, есть смысл на месяц менять, более не шипованная. Он говорит, да не меняй, езди так. Вот, поэтому я сейчас так покатаюсь. Вот, а потом неизвестно, может опять приеду, когда уже зима будет. Все, всем доброго дня, попилю немножечко влога вам из России, из Москвы, как-то сейчас. Ну, конечно, знаете, когда в Турции находишься, прям сразу есть желание достать камеру, снимать, позитив, улыбка. А здесь хоть он светит, но как-то другая немножко атмосфера. О, смотрите, давайте сразу вам по бензину. 95-й бензин 52 рубля, с копейками. 92-й, сколько там, 46 было. Вот, дизель примерно как 95-й, по-моему, стоит. Да, дизель тоже, дизель тоже 52 рубля. Сотый есть бензин 61, потому что в Турции один только бензин 95-й. Он есть для фур, есть для машин, для обычных. И еще плюс дизель. Там приезжать даже надо ничего говорить, просто отправляют. Это не прям мойка, но так сверху сбить, это все равно вот это вот не берет она, надо все равно тереть. Вот, ну так, нормально. Просто 100 рублей, можно на 200, но я так пеной полил, смыл, ничего не тер. Ну так, сбить нормально, после зимы все равно потом надо мыться или на даче, или на нормальную мойку заезжать, или нормально самому тереть. Что-то в Москве жара поменьше, но ощущается тяжелее, потому что именно прям жарко. Заехал сейчас в столовку, покушать супчик. Суп гороховый с копченостями. Русское блюдо. И сосиску в тесте с собой взял. Соскучился по русской еде. Приходят здесь, говорят, слушай, разговор такие. Ой, на улице прям адское пекло. Сейчас в помещение заходит. Я говорю, 27 сейчас, по-моему, показывает температура. 29 вот показывает. И я говорю, блин, знаете, я последний раз был в Турции, у меня машина показывала 41 градус. Я говорю, я нормально себя чувствую. То есть здесь, ну, как бы, вообще жарко не ощущается, прямо 29, вообще не ощущается жары. Но воздух совершенно другой. То есть он какой-то более тяжелый. Ну, естественно, там море, кислород, все это, ионы заряжены. А здесь так немножечко душновато. Что, смотрите, 35 градусов показывает, это у нас 6 часов вечера. И у меня не работает кондей, не знаю, что с ним случилось, он даже не включается. Включаешь, ничего не реагирует вообще. Или газ закончился, или что-то еще, но жарко, приходится с открытыми окнами кататься. Такие вот дела. Как приедешь, так вечно, помимо тех дел, которые есть, надо очень много чего сделать, появляется еще что-то. Так, ну все, заехал к друзьям в сейф-сервис. И мне все починили. Теперь холодит. Просто заправили, видимо, ушло уже потихонечку. Долго стоял машина. Это сейчас аэропорт. Это метро такой аэропорт. Здесь такой институт есть, научно-исследовательский, но я не поступать приехал. Сделал гравировку на MacBook, который я купил в Турции. Добавили английский чуть-чуть букв, несколько клавиш переставили. И русский добавили, но я также не первый раз сделал, у меня был американский Mac Air. Вот. Все, и все будет работать. Но я уже на самом деле так привык набирать. Не глядя, так иногда ошибаюсь, не так получается. Видите, как у нас тут кто-то машину поставил? Вот я на том же месте хотел встать, на машину ходил, говорит, сейчас эвакуатором заберут. Я переставил вот сюда. И правда, вот сейчас машину тут эвакуатором забрали. В общем, у нас здесь парковка тоже проблема огромная. В Турции намного проще с парковкой. И где-то не там встанешь, все, эвакуатор забирают моментально. В общем, езжу, всякие дела делаю. Аккумулятор поменял на одной машине. Вот у жены испортился. Пока стоял, умер с легонца. В общем, что в Турции, что здесь время час дня. Я еще не завтракал. И чай не пил, и кофе не пил. В общем, так вот уехал с утра и катаюсь. Что у нас тут полька выросла из детского кресла. Я его уже убрал, надо помыть, продать. И я и новое кресло придумал, смотрите. Сейчас кое-что надо из офиса перевести на дачу.
В багажнике уже места не хватает, запихнула, думаю, вот так вот что. Нормально. Ладно, шутка, у меня есть свое детское кресло. Я сейчас рассматриваю вариант, если ей так поехать. Здесь еще много народу, сидят дедушки, бабушки. Там еще третий ряд есть. Немножко неудобно будет ноги сгибать, а так я ничего придумал, да? Нравится? Себе поставить так, знаешь, этот гаишник остановится, скажет, кресло есть детское? Да, вот. Детское, взрослое. Так, ребят, кто знает, что с ценами в России, зашел, взял 2 пакета по мелочи. Ни мяса, ни овощей, ни фруктов, ничего не брал. Так вот мелочевку, знаете, так чипсики перекусить, там крылышки какие-то. Одну пачку рыбы взял красную, небольшую такую. 3700 рублей, это 1000 лир. Блин, на 1000 лир, мне кажется, я в Турции выйду с 10 такими магазинами. Ты отдельно, ты другой магазин. Охренеть, что с ценами, вообще просто пипец. Магазин Лента. Ну, я, кстати, такой же заказ накидал в пятерке сейчас. Там на 2800 получалось. Все то же самое взял. Здесь 3700. Охренеть цены. Срочно в Турцию все едем. То мы сегодня с детишками отправляемся на дачу. Никитос, Полька. Погода сегодня шепчет. Смотрите, как поливает. Вот как из ведра льет сегодня. Вот такие фонтаны. И пруды на дорогу. Что, добрались до Волоколамска. Заехали во Вкусвилл. Я смотрю, друзья, на цены. У меня после Турции просто шок. Яблоки 170 рублей. 190, 190, 190. Обалдеть вообще. Лимон 190 в Турции сколько? 20 рублей стоит. Вообще обалдеть, конечно. Груши 300 рублей. Я просто в шоке. Ну, пятерки чуть подешевле будет. Мы что-то вкусвилл покупаем, что пятерки. Дикси, какие магазины есть. Ну и на рынке иногда черешня 400 рублей. Килограмм Крым. Из Крыма черешня. Такая, кстати, не прям совсем фонтан. А вот есть по 295. В Турции сколько, кто помнит, я снимал на рынке. Смотрите, вот покажу. Филе индейки. Вот цены за килограмм 592 рубля. Шейк свиная 600 рублей за килограмм. Голень индейки 432 рубля. Вот филе грудки цыпленка 416 рублей. А вы что, по ценам в Турции, кстати, я особо не помню по мясу. Но подешевле, мне кажется, все равно будет. В общем, если что, так ставить на паузу. Бифштекс 400 грамм 328 рублей. Смотрите, молоко, кефир. Литр 90 рублей. Я когда уезжал 3,5 месяца назад, был 55 рублей. Во Вкусвилле все стоило. Молоко 83, кефир 95. Центр города Волоколамск. Еще поле едет. Борщевика растет. Сено заготовили на корм коровам. То вот мы и добрались. Как давно не были здесь. Березку там посадили много. Тень была. Так, ну что, пойдем выгружаемся. Вот так вот битком просто машины. Тут вещи всякие из офиса. Много всего. В общем, насадили мы здесь берез, чтобы у нас тенек был, потому что когда днем солнце светит, на втором этаже у нас жарковато. Смотрите, такие березки. Высокие посадили. Сразу зеленушечка, сразу будет тень. Так вот, как в лесу стало у нас. Ой, как интересно. С обновками, с березами. О, как все распустилось, как давно тут не были вообще. Тут, правда, косили. Знакомый просил, чтобы здесь. Значит, заросло бы так все, что не пройдешь, не проедешь. Так, вот здесь вишня, которую мы посадили в прошлом году. Прижились, смотри, нормально все. Вот так вот у меня тут накосили, сколько у меня тут набросали. Пап, дай кое-что, травы. друзья, покажу. Че? Смотрите, друзья, сейчас куча разных. Куча раз. Груша, моя Лишь бы он любимая. прыгнул куда-то. Это мог паучок был, да, бой. Аккуратно, Поль. Если кто вдруг не смотрел видео, вот это наш новый дом, который построили 2 этапа. А здесь старый еще дом. Еще 3-й дом для деток построили. Завтра, наверное, покажу вам, солнечный сегодня. Батут простаиваем для деток. Еще, кстати, яблони здесь посадили раз. Прижилась. И 2 вот прижилась тоже. И простаивает местечко, конечно, с бассейном. Здесь огромный мой был бассейн Бествеевский. Любимый. Но сейчас пока без него, не знаю, будем давать, не будем. Он маленький пока нальем. Ну что, доброго всем утречка. Сегодня у нас 31 градус. Но после Турции
кажется, что вообще прям прохладно даже. Замерзнуть можно. Все зелено, все распустилось. Так, ну смотрите, покажу вам, как я, придумал, чтобы бороться с жарой в доме. Смотрите, видите, уже дом в тени, это только у березы только посадили осенью. Вот им полгода. То есть, естественно, через года 3-4 здесь будет все в тени. И в доме днем, летом на солнце жарко не будет. То есть вот так вот будет тень. Да? Классная идея. Потому что я думал, что делать. Мне кажется, там береза, это самое оптимальное. Мне, конечно, лучше такой дуб посадить огромный. Вот, но пока он вырастет, будет долго. А береза 1-2-3 за год набирает. Вот. А там можно ее регулировать. Подрезать, она тогда вширь будет расти. Или здесь, если подрезать, она будет вверх расти. В общем, можно отрегулировать все. Ну классно, да, уже, смотрите, тенечек такой пошел. Вот это вот мы сажали лет 7 назад, наверное, да? Смотрите, какая красотка стала. Ой, чуть не упали. Вот так вот. Видите, какая большая прям дерево стало. Вот такая штуковина дает очень хорошую тень. Эти тоже мы березы одновременно сажали лет 7 назад. Раз, два, вот эцинки вымахали. А здесь кустарники у нас так и были здесь. Кустарники, заросли. Качели вот вынести еще. В общем, детская площадка, но дети особо здесь не играют. Как-то вот и в домике особо построить, домик особо не играют. Ну что, взрослые будут играть. Здесь у нас в СНТ есть вот такой пруд. Сравним с чем? С бассейном в турецкой квартире. Кстати, что не знает, мы живем в турецкой квартире. Это вдруг кто-то так зашел чисто случайно. Помогаем, кстати, я помогаю покупать квартиры своим зрителям. Так что еще не знаете, что делать. Под видео я ссылку оставляю, то мало ли кто не знает. Пишите мне в ВК или в Инстаграм. Сейчас пришли, думали искупаться, я даже что, плавки взял. Но что-то как-то не горит желанием. Его выкупали, сколько лет, 7 тоже назад. 3-4 года было нормально, а в прошлом году начал цвести. Вот позапрошлом мы купались, в прошлом уже не стали. Сейчас что-то тоже не манит как-то особо. Надо либо чистить его, эти заросли пошли, либо рыбу запускать. Как он, белый этот, амур или еще кого-то, чтобы он ел эту водоросль всю, и тогда будет вода чистая. Так, конечно, жалко, искупаться хочется. Сейчас и бассейн неохота наливать. Всего там на пару недель большой собирать. Еще когда косит траву, видите, то, что попадает, и то, что цветение идет. И что, пап, будем купаться? Мам, будешь купаться? Я уже больше скажу. Пойдем маленький бассейн наливать. Бассейн сейчас нальем. Что-то да, не горим мы желанием. А в водорослях плавать. Короче, на собрании надо поднимать эту тему удаленно, чтобы что-то было спрыгнуть, потому что он как пожарный еще идет. И если он дальше за ним не ухаживать, он его просто затянет и все, и воды там особо потом не будет. Здесь уже был такой, это второй пруд выкопали, 91-го. Тот вообще заигрался и все, зарос. Большой бассейн набирать не будем, решили маленького бестовейчика набрать. Этому бассейн, знаете, сколько лет? Больше, чем этой дачи. Я его купал еще до этой дачи. Дача у нас 9 лет. То есть ему 10-11 лет, представляете, живет еще. Где-то маленькая дырочка была. Ремкомплект идет, оп, залепил. Все, сейчас нальем. Насос маленький кинем. Быстро нагреется, и на недельку, на 2 нам хватит поплавать. Кстати, да, в нем можно еще и плавать. Я даже в него умудрялся рыбкой нырять, кстати, с разбега. Так что вот так вот. Лучше такой, чем никакой. В жару охладиться. Будет хорошо. Сейчас водичка. Наверное, я думаю, здесь не надо снимать обзор. По сборке-то в бассейн накачали, растянули. Когда наливаете, просто подравнивать, чтобы складок не было обязательно. Вот и все. В общем, такие дела. Косилка. Ничего-то не хочет работать. Отвезу на обслуживание, потому что сколько 9 лет дачи, и косилку так ни разу не обслуживали. Обязательно свечу поменять. И так обслужить потихонечку. Косилку отвез, сдал. Сказали мне, что полное ТО там надо делать. А шланг там был вытащен у меня воздушный. Видимо, все это время она отсосала воздух без фильтра. И я залил бензин, который зимой покупал, даже летом покупал, целый канистр купил. Он так всю зиму простоял. Сказали, что нельзя лить бензин, который стоял больше полугода, потому что он расслаивается, тем более, когда холод, жара была, то есть заморозка была. Скорее всего, из-за этого она вообще даже не заводилась, потому что раньше она всегда заводилась. В общем, ну что, завтра мне, скорее всего, расскажу, завтра приеду забирать, посмотрим. Так, ну а тем временем бассейн наполняется потихонечку. Чуть-чуть осталось. Вот, правда, маленькая дырочка появилась. Надо ее заклеить, ремкомплект. И можно будет нырять. Вода леденющая идет из-под земли. Сейчас на градуснике показывает 32 градуса. С машины я ехал, 34 что ли показывал.
Ну, блин, я адаптирован, не привыкать, на самом деле, вообще нормально ощущается. Площадка огромная, да, бассейн маленький. Ну ладно, хотя бы такой. Надо было мне на самом деле заехать взять 3-метровый хотя бы. Даже здесь у меня сколько, 4 с чем-то, кто помнит, какой у меня бассейн. 4,22 или 5,22. Надо было 3-метровый еще такой взять. Надувной штукой быстренько. Оп, надул. Тут, кстати, тоже удобно, чтобы не собирать каркасник. Раз и все. Прикольно. Сын уже совсем большой стал. Сам батут собираю. Напомнил ему, как все делать. И он собирает. Конечно, под конец уже без помощи папы не обходится, потому что уже здесь Самое тяжелое. туговато идет, надо силы прикладывать. Все готово. Можно прыгать. Так, что, сейчас вечернее купание, там, не знаю сколько градусов. Наверное 10, да? 14, как в водопаде практически. Вода ледяная. То есть не купаться, а чисто окунуться. Купель. Класс, а? Ой, хорошо, класс. Надо быстренько, потому что, чтобы не перестудиться, то я обычно бывает переохлажусь, потом гайморит вылезает. Поэтому нагреться потом можно подольше. Конечно же, даже к такому бассейну надо ставить маленький насос, они обычно в комплекте идут. Все очень легко. А, Б, вход сюда. Здесь тоже все помечено. Воздух спускаете и запускаете. И есть, кстати, лайфхак, там такой картридж, его можно обернуть, такие бумажные полотенца, подать не бумажные, а тряпочные, такие тоненькие, в ашанах или еще где-то оборачиваете. Фильтр прям вот этот. Все, и раз в недельку вынимаете, снимаете там эти 2 слоя, новый наматываете, ставите, и фильтр у вас будет вечный. Практически это я так вот тут повредился слегонца. Об забор дерева подпиливали. Все равно лучше хотя бы такой бассейн, чем никакой. Если нагреется, можно в него лечь, взять какой-нибудь напиточек себе, чаек и лежать балдеть под солнышком. Класс, да? Такая светяшка у меня есть от БСТВ. Ночью бросаете, плавает. Очень красиво смывается, прям все освещает весь бассейн. Хотите, я вам один крутой лайфхак покажу, как на 2-м этаже остудить комнату. Берете такой большой вентилятор, только не маленький, ставите его в окно, дверь закрываете, второе окно открываете, либо соседнее помещение открываете, включаете его, он начинает выталкивать воздух, и сюда прям с другого окна или с другой комнаты начинает идти прям воздух, то есть начинает протягиваться, особенно когда ветра нет, как сейчас, быстро все остынет. Я в Обе покупал или в Леруа, ватт на 100 он должен быть, не меньше. Ну, на вечер будем жарить наш любимом гриле, который мне жена подарила на день рождения. Будем жарить курочку. Так, курочку поставили, жарится ножки. О, как аппетитно все шкварчит, бурлит. На газу очень классно, быстро раз, включил, все и жарится. Удобно просто на газу. Да. На мангале пока угли делаешь, пока это. Ну, всегда тоже в мангале, конечно, свой вкус. С дымком шашлычки пожарить, но вот так вот на ужин готовить можно очень быстро. Есть еще конфорка такая, если кто не видел. Можно даже супчик варить на улице под березками. Ну что, курочка готова, пожарили, еще немножко дали постоять, без огня. Вот такая вот вкуснятина появилась. Получилось. Всем приятного аппетита. Ой, запах обалденный. Сегодня такая прекрасная погодка. Дождь зарядил. Знаете, как временами тут сильно идет, то раз и как краником его выключили. Дождик прошел и сразу же солнышко вышло, как будто ничего не было. Так, моя рука забинтована, болит. И рваная рана. В общем, дача это всякие дела, что делать, что-то дальше. Зимы крышу не распаковали. Косилку отвез, ничего прокосить не могу. Здесь как на поле, не знаю, как так можно было прокосить. Вообще трэш. Привет, зайти. Так, ну что, косилка вернулась в родную гавань. 4100 я отдал. Сейчас папа вместе косит. Но участок, конечно, блин, испортили. Более того, что трава была высокая, ее так прокосили. Вот, в общем, косим. И сказали мне, знаете, что, как надо обслуживать газонокосилки. То есть в конце сезона вы должны слить масло. Ну, надо ее включить, прогреть, слить масло и залить обязательно новое. И слить обязательно весь бензин и включить, чтобы выработалось, чтобы оно заглохло, чтобы бензина не было. Вот так надо косилки хранить. Я ни разу так не косил, не хранил, но так надо хранить обязательно, иначе все там оседает. А масло это старое оседает на стенках, еще все портится. Век живи, называется, век учись.
Ой, я так люблю косить траву. Такой, знаете, запах кошной травы прям вообще обалденный. Блин, ну восстанавливать надо траву, видите, косишь, она все равно там внизу лежит. Не знаю, как они косили мне, ребята, что ли. Чудеса. Рожах устроили. Ну ладно, еще потом несколько раз прокосим, я думаю, что все восстановим. Всем заряд дачных эмоций. У нас такого давно не было. Запах травы передается, да? Ой, обожаю. Когда косят траву у нас, все это Паджи ходит косит, я сразу дачу вспоминаю, когда травка так пахнет вкусно. Обожаю этот запах. А вы, кто обожает, тоже жмите паузу, пишите обязательно. В общем, когда на даче все время какие-то дела, просто бесконечно. Ты делаешь, там надо сделать, тут надо сделать, тут надо сделать. Надул деткам сегодня маленький батут, есть такой же большой. Аквапарк, кто видел? Сейчас пока для начала маленький. Не знаю, успели надуть большой батут. Большой тоже от Бестплея. Вот, кто не смотрел. Заходите в раздел дача, там есть все. Большой бассейн и большой батут. Не скоро уезжать просто, поэтому пока маленький. Никите даже 10 лет тоже можно прыгать, да? Ну, правда, скучновато. Представь, что маловато, да? А бассейн нагрелся буквально там за один день, объем небольшой. Фильтр работает, все чистится. Пока даже химию не бросай, но надо бросать, иначе может в любой момент прям зациститься. Сейчас, ребятушки, я приехал за одной очень интересной штучкой, которую хочу взять в Турцию. В Москве прям лето. Сегодня 30 с чем-то градусов, прям жаришка. Но жарко. В Москве 30 это жарко. В Турции 30 это очень комфортно. На самом деле, аж по городу перемещаться. То я приехал в Best Way Russia. Забрать свой SUPSURF. У меня будет такой SUPSURF, буду кататься. Здесь много чего есть. А кто смотрел, бассейн у меня есть, все остальное. Вот мы уже потихонечку накачиваем SUPSURF. Его же можно еще сделать и как каяк, да, и как виндсерфинг. Сюда можно, есть такое крепление для паруса, я специально такой выбрал. Парусник ставили, еще 3 в одном: SUPSURF, парусник и каяк. Смотрите, кресло поставили, все складное, все очень быстро ставится, упор для ног, и все, и вот вам каяк. Весло, смотрите, специально для каяка можно сделать с двух сторон. Оп, легким движением руки, это уже весло для сап-серфинга. Не тонет? Нет. Можно за него держаться, если что, если штаны. Тебе лишь поможет. Возник вопрос, как я такую доску повезу с собой в Турцию огромную. На самом деле она надувается, вон насос, помещается вот такую небольшую сумочку, и как спортинвентарь спокойно заказывать идет. Но мы с вами все соберем там на море, разложим, я вам подробненько все расскажу, покажу, и поплаваем даже. Так вот, Тарасу привет. Тарас в Декатлоне себе купил каяк, а есть, смотрите, вот такой надувной каяк, складывается и тоже в небольшую сумочку помещается. Есть еще SUPSURF, видите, такие поменьше, это для волн, более скоростные. Вот я тоже такой хочу, но в Турции мало волн. А есть большие, есть такие еще, смотрите, прям с окошком, чтобы можно было наблюдать. Видите, как все это помещается в такую небольшую коробочку. Вот такая вот красота. Это линейка Hydroforce сделали вот специально для водных видов спорта. Тоже Best Way все делает. Такая вот красотища. Так вот, смотрите, на волне, а вот так вот на каяке можно вдвоем поплавать. На сапборде, но я специально взял побольше. Здесь можно тоже вдвоем поплавать с ребенком и со взрослым. Так, видите, оп, и вот такую маленькую штучку он собирается. В рюкзак кинул и пошел куда хочешь. О, сколько тут всего Best Way есть, смотрите, даже кресло стали делать, обалдеть. Ну, вот такой джакузи я вам тоже показывал, можно джакузи сделать. Ой, красотища какая. Для детей бассейны. Так вот, мне стало интересно, что тут внутри. И такие вот нити, их много-много-много, чтобы не разорвало. И с каждой стороны он идет двухслойный. Да, соответственно, двухслойный. Чтобы не проколоть. Есть также трайтек, но это для надо... собаки, да, такой? Ну, или для начинающих на ноги. Ты поехал. Прикольно, кстати, очень красиво. Смотрите, как мало места занимает. Сюда можно еще все остальное покидать, насос, все, и вот все в одном рюкзачке. Оп, все, и вот такой рюкзачок небольшой. Это еще с самой большой доской практически. Если доска будет поменьше, то вообще, наверное, маленький рюкзак. Все, и пошел. Если не хочешь на плечах таскать. А может, я не буду тогда на самолет заказывать спортинвентарь, так донесем до Турции, на велосипед, Игорь, тебя посадим и поехали. Встречаемся в Турции, в море. Я спросил, где можно купить такие доски, потому что это представительство Best Way Russia, здесь купить нельзя. Можно на сайте Best Way House, да, купить. Я по видео оставлю ссылку, заходите, смотрите.
Ну, также, кстати, на Озоне можно найти. Забивайте BSV. Как моя доска называется? Фрисол. Фрисол у меня моделька есть. Сейчас друг такой. Гидрофорс. Хоть 3 в одном. Универсал, прям вообще гидрофорс. На Best Way House заходите, это официальный представитель тоже. Здесь вся продукция официальная, не подделка. Потому что есть доски прям китайские, прям совсем плохие. Они однослойные, один камушек и все, и ваша доска сдулась и улетела куда. Без вас. Вот если я в море пойду, Мы же тогда брали с полькой с собой брать тоже надо обязательно жилет, наверное. Но рукавники, мне кажется, мало будет. Есть даже такие жилеты, представляете, смотрите, шорты. Вообще класс, да, есть просто такие вот легкие. Есть такие новые модели масок, специальные с 2 трубками, чтобы плавать. Меня тут нагрузили, я тут еще ласту видал. Взял ласты и там маски, вот все вам покажу на море. Все, спасибо большое вам. Best Way Russia, вы молодцы. Особенно бассейны, вообще все очень классно. И доски опробуем, я думаю, тоже понравится. Удачи. Спасибо. Все, до встречи, счастливо. Так, ну что, загрузил? Ну прям мечта сбылась. Но вариант был вести что-то одно, или сапсерф, или кайт. Я выбрал сапсерф, потому что здесь универсально. Взял, надул, пошел, все, катаешься. Плюс каяк можно использовать, плюс можно виндсерфинг потом сделать. Поэтому, смотри, мое довольное лицо. Все, бегом в Турцию. Ну что, вот я уехал с дачи, детишка оставил с бабушкой, дедушкой. Приехал делать дела, ну и немножко прогуляться. Это у нас, кто знает, что за место, Северный речной флот, речной вокзал так называется. Здесь фонтанита у нас есть, кафешечки, деревья. С парковкой, правда, беда, сложно припарковаться, плюс еще 200 рублей за час. Обалдеть, да? В Турции все бесплатно, все парковочки. И что сказал Северный речной флот? Северный морской порт. Тут все облагородие, раньше было прям как-то это, просто зеленая трава и все, сейчас как парк сделали. Дорожки быстрые. Ну, очень классно все облагородили, смотрите, асфальт новенький, все прям, не знаю, года 2 назад здесь было все по-другому. Было уныло и печально. Сейчас даже эти самокаты, прокат, закатись, пожалуйста. На той стороне можно на вейксерфинге покататься, я там катаюсь иногда. А это у нас с вами Москва-река, если кто вдруг не знает. Широка. Можно теплоходе в другой город отправиться. Вообще, это наше Московское море. Ну, тоже здесь, кстати, очень хорошо приехать, погулять. И на теплоходе прокатиться вообще классно. Здесь есть теплоход, который ходит в область туда. А можно из центра поехать и на теплоходе тоже по Москве-реке покататься. Саму Москву посмотреть. Кто не был в Москве, вот покажу вам немного кадров. Да. Посмотрите, что мы тут гуляли, что нашли. Пляж со своими бассейнами. Это прям вот Москва-река. Вот сейчас так гуляли. Видите, там бассейны, лежаки. Кабаны даже есть, ченджерумы, как я называю, кафе, охрана. А вот прайс-лист на цены. Смотрите, я себе сфоткался поближе. Смотрите, кстати, вот так еще ставьте на паузу, разглядывайте. В общем, шезлонг 1000 рублей, входной билет 1500. Это еще там, ну, не делится, праздники. В общем, ракушка там и 8000 есть, и 9000 есть, там вот на несколько человек можно. В общем, не дешево на пляж сходить. В Турции бесплатно. В любой пляж, 8 километров набережной. Как это греет душу, да, такой? Вообще, ну, блин, реально, сделали пляж и берут деньги. Видишь, городской здесь. За парковку заплати, шезлонг заплати, за вход заплати. Попить хочешь, заплати, в туалет хочешь, заплати. А вот и нормальные теплоходики подошли, вот на таких вот интересно поплавать. Это обычный прогулочный, есть прям большие сюда приходят, которые между городами курсируют. Смотрите, здесь даже шезлонги есть вот такие деревянные. На дорожке, причем такой научный. Здесь можно мороженое купить, кукурузу, как раньше, помните, в советские времена, такие палочки. Кукуруза 250 рублей, 250 рублей, это у нас 68 лир. На пляже Конь-Алты 20 лир, в 3 с лишним раза дешевле. Все посмотрите сравнение. Ну и во вкусе самое лучшее, вкусно. Вот музыканты какие, ну что мы, закататься не хватает, было бы вообще прекрасно. Многие смотрят, но денежку мало кто кладет. Я бы снимал за контент, положил соточку. Красиво еще, солнышко было, супер кадр. Главное, никто не забанен.
Знаете, сколько стоит 2 часа паркур? 400 рублей. Охренеть, это, блин, 200 рублей за час, а не за 2 часа, обалдеть. Грабеж просто. Причем у меня льготный есть за многодетный, все равно надо платить. Так, на сегодня у нас прогулочка на теплоходе. Ливер, лаунж, билетов вообще нету. Просто ни на что нету. С Жанной выбрали верхнюю палубу, хотя дождь ожидается еще. Посмотрим, повезет нам или нет. У нас пошел дождь, но мы вовремя перебрались на нижнюю палубу. Вот я получил новые права. Со сложностями, правда, записался на госуслугу. Приехал, а моей регистрации нету. Сказали, регистрируйтесь заново, приезжайте. Вот, в общем, поговорил и попросил очень-очень, говорю, можно как-нибудь. В общем, сделали как-нибудь, вот. Денег не взяли, кстати, мне об этом не подумать. И вот сделал, приехал к 2 часам и сделал новые права. Теперь у меня до 32 года стаж, у меня уже 20 лет, представляете? Потому что у меня скоро заканчивались, и в Турции они бы не действовали. Вот. А так, кстати, сейчас по России, если у вас кончаются права, их не обязательно делать, они еще на 3 года продлеваются. Вот, по России. Но если куда-то за границу уезжаете, они уже там не действуют. Доброе утро всем, у нас опять дача. Сбылась моя мечта, я готовлю себе яичницу на улице, на этой духовке, на газовой этой конфорке. Чашечку кофе. Так вот, у меня бутерброды мама пожарила. Хлеб, знаете, как раньше в детстве с молочком жарили. Сейчас на очереди еще 2 яйца. Яичница, получается, жарится с 2 сторон, снизу и сверху от солнышка. Аромат потрясающий. Всем доброго утра. Сюда что-то делать. То машину помочь, то еще что-нибудь. Решил помыть машину. Сколько лет мыл, только вот в том году узнал, что у меня, кажется, пена, которая не бесконтактная, а контактная, ее надо тереть. Кажется, когда мне продали, сказали бесконтактная. Вместе с кюрхером. Вот надо натирать сейчас губочкой еще. Вот время шашлычков. Шейку купил. Соскучился по шашлыкам. Сейчас вот насаживаю с лучком, все как положено. Ох, ароматец потрясающий. Так, ну что, шашлычки готовы. О, какой аромат, это просто не передать. Наверное, все СНТ ощущает этот вкус, и вы на них тоже. О, как я скучал по этому аромату. Шашлык — это бомба. О, как на солнышке-то отблескивает. Все, всем приятного аппетита. Нужно обязательно накрыть лавашком, чтобы не остывало. Вот так вот. Пока все соберутся. Папа, можно я с друзьями туда пойду? Я покажу. Летом Папа, да я нет, воды туда пересыхает, пойду. а весной много воды. Держи, камыш. Правда, не спелый еще. Зеленый. А его реально есть можно? Не есть нельзя, просто мягкий такой. Да, пушистая. Ребята, смотрите, сейчас будет лететь вот этой травой. И еще мы вот это сорвали. Смотрите, как кукуруза. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Как будто какое дикое животное. Да, как садёда. Переговариваемся. Да, ребята, Вот так вот. очень быстро поедут. Смотрите. Как у нас тут все поля посадили. Раньше борщевик был, чего только не было. А сейчас вот перед посевкой в следующем году на кукурузу будут сажать. Сейчас какую-то травку засадили. Так, и у нас впереди лето, середина лета. Вот так вот, как будто снег подстает, на самом деле град вот такой сыпет, все засыпает. Вот так вот, значит, приземляясь, прям можно собирать. Ой, лови градинки. Вот, второй вообще. Там в Турции жарко, можно освежающие передать. Град усилился, вообще огромными летит, смотрите, как выметает шары. Там машина стоит. Накрыть, конечно, хорошим надо. Прям такие летят прям. Ох. Вот это да. Это жесть. Только свежего града. Насыпал.
Уже растаяла половина. Ребята, кто помнит этот ресторанчик в Турции? Я помню хорошо. Смотрите, внимание на цены. 460 рублей за блюдо вот такое тройное, как в Турции 460 рублей. Это 137 турецких лир или 7 долларов. Кто помнит, сколько это в Турции стоит? По-моему, лир. Ну, самое дорогое это 70 долларов из говядины. А из курицы, по-моему, лир 35 или 40 стоит. Разница, да? А тут 137 лир получается. Такой ресторанчик в Химки в Мегах есть. Ой, в Меге, в Химках. Хотите прикол, смотрите, Nike, Шмайк, Starbucks, Рибок. Вообще все закрыто. Все же ушли из России. До свидания. Встречаемся в Турции, как говорится. Реально ничего не работает вообще. Ванс, Шманс, все закрыто. Пума моя любимая тоже закрыта. Все магазины, офис пока у них работает. В Москве на опта не работает. Но, кстати, лайфхак, если хотите купить Пуму или что-то другое, заходите в Gold Walbers, на Озон, там все продают. Зашел в Ашан, так немножечко купить кое-что надо было. Я даже не стал вам снимать цены. Я просто ахнул, охнул. Просто не стал. Вдруг кто здесь не живет. Просто реально цены просто космос. Сравнительно после Турции ты смотришь на это и охреневаешь. Там лосось 2600 рублей за килограмм, боже мой. Что происходит вообще? Там икра 400, 800, такие маленькие баночки. Просто жесть у нас кто-либо это. Рыба есть, икра есть. Красиво. Цены просто. Все, ну вот так вот честно, по ощущениям. Вот в Турции прожили там сколько, 3,5 месяца полностью. Ну а так уже в совокупности полгода. И приехал сюда, в Россию. Я очень хочу в Турцию, честно. Буквально со второй там недели все. Я готов был менять билеты и улетать. Но у меня просто есть дела, я не могу улететь. Ну, что надо сделать. Но по ощущениям, в Турции мне намного комфортнее, прям намного. Я еще взял пивка бутылочку. Такой думаю, что бутылка легкая какая-то. Смотрю, там 450 грамм вместо 0,5. Все, недолив пошел, официальный причем. Что такие дела. Я не жалуюсь, ничего, просто когда отсутствуешь какое-то время, потом приезжаешь, смотришь, когда здесь живешь, ты этого не замечаешь, как там растут цены, еще что-то. А когда вот так резко приезжаешь, смотришь, и, ну, как бы внутри реально ахаешь и думаешь, блин, почему? Там колы стоят в 3-4 раза дороже. Киндер-сюрприз для детей в 3-4 раза дороже стоит. Интересно. Высокий. Китайцы пошли. Это на каршеринг, потому что обычно машины больше не вставляются на европейские. Китайцы пошли. Кстати, выглядит очень симпатично. Надо взять, попробовать прокатиться. Взял тут самокат прокатиться. Что-то никак не пруха с самокатами. Что в Турции, что здесь. Оказывается, вот через дорогу можно кататься, а с другой стороны уже нельзя. Еще 500 рублей списали, сейчас типа я покинул зону поездок. Какая-то фирма ВУШ называется. Оказывается, его еще не только надо было в зону вернуть, еще здесь поставить, а еще на парковку везти. Че брал? Он мне оттуда доехал. 148 рублей потратил, вернулся обратно, поставил, теперь обратно пешком. Можно было не брать. 500 рублей, кстати, вернули. Когда в зону вернулся, сейчас завершу поездку. Вернули 500 рублей штрафа, типа, хотели списать. Подумал, что же не по ночам бродишь, вот. Че, брошу цветы еще. Завтра старшей дочки день рождения. Нашу цветочную базу номер 1. Ночную. Что, сейчас заехал в вкусная точка, хотел сказать Макдональдс. Эти пакеты пока не брендированные, стаканы тоже. Вот. Картошка тоже. Ну и да ладно, бог с ним, самое главное, что открылись быстрее. Картошка вкусная. Первый раз я брал, я, кстати, уже второй раз ем. Она была такая вяленькая чуть-чуть, а здесь прям такая хорошая, четкая, хрустящая. Вот, но не соленые. Соусы. Сейчас видите, как замазывают. Надпись Макдак. Колы в бутылке только. В банке нет, это неудобно. Она по машине здесь по салону катается, на поворотах приходится ловить. Ну, а так вкусно. Бургер. Сейчас попробую. Ну, я в прошлый раз уже ел, мне очень понравился. Знаете, вкус такой, как вот раньше, прям в первые дни открытия Макдональдса, там на Пушкинской было очень вкусные бургеры. Я беру Грант. Грант это типа как Роял Чизбургер бывший. Вот. И мне прям очень понравился. Прям вообще на 5 баллов вот так вот он выглядит в такой упаковочке. Так, все, ладно, за рулем не буду снимать. Это еще мало ли чем. В общем, молодцы, что сказать. Быстро открылись, не все точки, правда, вот в Меге у нас в Химках не открылось.
Вот. Рабочие места сохранили, да, весь товарооборот сохранили, картошка, все это делает. Кстати, пробовал еще Кока-Колу от Очакова делает. Cool Cola называется. Мне она очень так понравилась, она прям еще таким немножечко ванильным вкусом. В общем, прям 5 баллов. Молодцы. Прям даже гордость берет, что все. Ну а что там технологию, я думаю, они это взяли просто, да и все, и по этой технологии сделали. Все остальное ингредиенты, в Макдаке тоже все как было. Вот Мираторг все это поставляет для котлет. Вот, в общем, все отлично, молодцы. Что все открыли, рабочие места сохранили. Процесс идет, теперь как бы плюс. Раньше часть налогов, сколько, наверное, процентов 30-40. Макдак зарабатывал, уходила за границу. Теперь все это остается внутри страны. Так, всех бизнесов, кто уходил. У нас опять дача. Вот ковыряю тут всякие эти приборы. Это чтобы окна открывать можно было с кнопок. Сейчас все делаю. Там люки, все что угодно можно настраивать удаленно. Там захотелось Турции, откуда захотел. Может. И сейчас что-то так захотел сосисек, потому что Турция, они, знаете, не очень. Я так прям сюда закинул по-быстренькому вместе с хлебушком. И сейчас вот так вот жарю. Очень-очень аппетитно получается. Я думаю, вам видно и передается эта вкуснота. Так, закинул несколько штучек, пожарил. Всем приятного аппетита. Что, время купаться теперь в нашем микробассейне. Здесь, по идее, я должен прыгнуть и потом исчезнуть в тот момент, когда я прыгаю. Давай туда снимай. Где папа? Ребята, посмотрите. Вот так наш папа купается. На самом деле в таком бассейне можно плавать. Хоть на спине, хоть под водой. В общем, такой у нас купание. И такой бассейн будет веселье. Давай, Никит, ныряй. Давай садитесь, плавайте, что вы стоите. Ой, как здорово. Я на коленках. Мне кажется, знаете, больше релакс бассейн. Так вот сесть, взять чашечку, чай и сидеть, болтать, кайфовать. Он очень быстро нагревается, прям буквально за день, за два сразу нагревается. Там летит вертолет. А, и, кстати, ничего нет. Когда купаетесь, да, химию надо занимать. Там хлорочные таблетки должны, но там ничего нет, он просто чуть сделали все. Она скоро сливать уже через пару дней. Пока без химии, чистое плавание. Оль, где лучше бассейн, здесь или в Турции? Здесь. Да ладно, Никит, где лучше бассейн, здесь или в Турции? Турция, наверное. Вот, Турция, большой бассейн. Здесь почему? Здесь игрушки. В общем, можно даже втроем вот так вот по кругу плавать. Нырять. Ныряй, ныряй. Только уши не мочи. А как? Просто плавай. Оль, так смеется задорно. Так не можно Ты нырять? плавай давай по кругу, ныряй. Хватит нырять, за рыбой что ли? Можно. Можно, только уши не мочи. После бассейна мы всегда греемся на качелях. Тут на солнышко светит. Греет нас, да? Здорово было. Да. Очень. Купались. Да, Пацаны. завтра еще. О, кухню наконец достали, 1000 лет. Не играли. Пришло время прощаться с дачей. Конечно, сливать бассейн. Насос отключили, он так уже стоит. Ну, я сколько лет хотел слить бассейн одним разом. Сейчас вот так вот нажму, и вода хлынет со всех щелей. На самом деле так сразу не получается, его полностью нажать. Чтобы меня не смыло. Самый быстрый слив бассейна. Все, и бассейн можно уносить. Раз и все, просушил, убрал. Там где дренаж. Прям вода туда уходит, аж пузыри. Батут тоже разобрали, Никита сам разобрал вообще с бабушкой. Все убираем, консервируем, все бассейн. Просохнет чуть, уберем. И через несколько дней мы уже билеты в Турцию у нас полетим. В жаришку. Вот. Ну так, немного он снимал, потому что очень много дел. Одно, второе, третье надо делать. Поставил еще датчики себе специальные, чтобы окна удаленным отправлением там открывать, закрывать, проветривать помещение. Ну, что понаделал тут. Все автоматические тимы. Заходит кто-то, оп, свет включился, камера сработала, сигнализация сработала, все сработало.
Ну, сегодня мы заехали в московский зоопарк, нам как многодетным детям, так сказать, все бесплатно. Что такие льготы. Кто был здесь в зоопарке? Пишитесь, кто не был, я вам немножечко покажу, расскажу. Вот пруд с утками. Там у нас вороны обитают, вместе с розовым фламинго. Новинка русского автопрома. Туалетомобиль. Очень прикольно. Штука. Закрыт, правда. Смотрите, панда спит, правда, отдыхает от работы. Вторая панда спит. Есть такие павильоны, заходишь, тут разные, с пауками, с рыбами, со спящими пандами. Смотрите, это у нас там кто? Жираф. Самая большая дверь у кого? У жирафа, конечно. Можно у вас взять интервью. Вот, все животные любят камеры, что кошки, что жирафы. Видите, как приближается. Не везет, да? Подошел с камеры жираф, раз туда сразу наклонился. А хотел знать, сколько стоит вход, но не успел знать, потому что нам сразу сказали, многодетный тип бесплатно. Здесь у нас кошки с большими ушами. Рысь. Так ходите, смотрите, зообуфет есть. Ну, что хотел вам сказать. Самое главное, приезжайте в будни. В выходной здесь просто не протолкнешься. Будни, летом. Вообще классно. Есть бесплатный аттракцион, который поливает людей. Должен траву поливать, а поливает все время людей всех. Такие смешные кустарниковые собаки. Как мишки такие. Такое местечко, здесь всегда были самые вкусные пончики. 100 грамм 100 рублей стоит, а кукуруза 230 рублей. Я же заговариваться начал по сравнению с Турцией. На пляже 60 рублей. Не знаю, кто знает, что это за птица такая. На пончик возьмешь. О, меня с собой не унеси. Смотри, сейчас голубь из рук съест. Ну, то самое бесстрашное. О. Тем более весь свой пончик решил скормить. Последний. Коль, смотри, какой-то отряд собрала там животных. Сейчас эти пингвины приплывут. Страусы прибегут. Пончики, правда, очень вкусные. А 100 грамм это 1,5 пончика. Видели такого красавчика? Он на твою камеру смотрит. Пойдем. Красиво. Пингвин. Смотри. Смотри. Так, говорят, здесь снимают где-то, да? Здесь съемки проходят. Иди сюда. Ну, морские котики тут. Вот. А вот и слон вышел. Смотрите, как кричат. Слон, вон, смотрите, красавчик какой. Они как кошка. Кайфует. Они как кошка просто крутятся. Ой, спрятался. Он умывается. Здесь слонам еще можно внутрь зайти. Раньше здесь был очень шикарный запах, сейчас это нормально стало. Запаха сильного нет. Тут слоны ходят, бродят. Так, включим заднюю перемотку. Слоны ходят задом. Ребята, сегодня у нас с вами Арбат старый. Недавно был новый. 400 рублей за парковку отдал. Как вчера говорил, что для многодетных такие льготы. Заехал на парковку городскую, оказывается, не все парковки поддерживают. Правительство Москвы 400 рублей заплатил, чтобы выехать просто оттуда. Вот. Смотрите, здесь у нас стена Цоя. Цой жив, кто знает. Кто не был, вот немножко вам покажу. Видите, здесь молодежь на гитарах играет. Здесь не поет, в общем, такая атмосфера. Здесь, кстати, когда праздник какие-то там, Цоя, там, годовщины всякие, вот, то здесь прям собирается очень много народу, поют песни. Ну, давайте сейчас немножко прогуляемся, я вам покажу старый Арбат, вдруг кто не был, вдруг кто собирается. Вот. Тут так чисто погулять, кафешки, купить что-то, много чего продают, сувениров всяких, матрешки, картины, нарисовать вас здесь могут. Можно много живой музыки услышать, вот сейчас ребята готовятся, прям установка барабанной гитары, все дела, акустика. Вот, в общем, знаете, атмосферное место, если вы не были в Москве на Арбате, на Арбат приезжайте, здесь очень классно. Вот сегодня выходной день, суббота, особых толп нету, видите, как все
просторно, солнышко светит. Хорошо, что вот раньше тут, ну, если что-то надо было купить, я помню, все время очень дорого было. Сейчас стали магазинчики открывать, смотрите, даже пятерочка выручает есть, аптека, а и Вкусвилл даже там где-то, поэтому если кто хочет по бюджетно перекусить, во Вкусвилл заходит, там такие роллы продают, очень вкусные, я вообще их обожаю. С говядиной, с курицей, с чем-нибудь, лимонад такой покупайте, все недорого. Кушайте, ходите, гуляйте здесь, трапезничайте. Ну, а кто хочет, пожалуйста, кафешки, очень много кафешек. Туркиш Кузин, это уже второе кафе, где написано турецкое. Ждут с нетерпением, да, нас встречают из Турции в московское турецкое кафе. Ремонт какой-то вечный. В России здесь всегда ремонт. Беруши с собой обязательно берите. Кафе стоит. Под музычку, под такую долбежку. Даже магазин есть «Точка любви». Сеть магазинов для взрослых. Сначала припарковался на Новом Арбате. Понял, что там Unreal Pro 400 рублей. Сразу же выехать попытался. Все, заехал, сразу будь добр, оплати. Неважно, многодетный ты или нет. И, по-моему, здесь просто переулки бросил. Но тоже парковка от 200 до 400 рублей. На многодетного льгота. Одну машину. Бесплатная парковка. Вообще по шлагбауму не заезжать нельзя даже с льготами. Вот здесь сказки и развлечения. Вот здесь мы были, Арбат 16. Детишек возили как-то на какой-то праздник. Очень прикольно, там целый дом. Много-много всего. Я, по-моему, тогда еще не снимал. Или снимал в каком-то, может, видюшке. Запихивал. Видите, хотел сказать, магазин. Магазин сувениров есть. Шапки российские, все что угодно. И современный, пожалуйста, мотив. Хаги-ваги. Дети сейчас это обожают. Все вместе. Старое и новое. Вот, смотрите, картинная галерея. То есть, можете на стульчик присесть, вас тоже нарисуют. Можно шар нарисовать, можно натур. Пожалуйста, сделать. Кстати, вот атмосферу вам передам, сейчас бегом. Я просто прикололся, черти где. А мои в другом конце Арбата, и Арбата, и я вот несусь к ним навстречу. Как всегда. Всегда несусь, никогда не сижу на месте. А вон там у нас уже новый Арбат. С супер движением. Смотрите, даже какой есть мега-магазин, называется презервативные. Не знаю, что там за шарики продают. Вот как раз я своих всех встретил. Свою большую тусовку. Привет. Смотрите, матрешки по 300 рублей. По 700. А, интересно, набор или одна штука? А, набор, конечно, да. Матрешки с набора стоят. Тоже набор. Вот можно купить там всякие скульптуры, фигуры. Сколько антиквара. Смотри сюда. Естественно, и приобрести можно антиквары. Смотри сюда. Да. Немножко ассортимент вам покажу. Видите, все что угодно можно купить. Тарелки, матрешки, шапки зимние, чтобы уши не мерзли. Так. В другую сторону. Ливерпуль. Как называется? Вот так, да. И Машешь, да? Что, прохладно? О, хорошо. Зайти вам показать, что в этом магазине продается, но не стал. Сейчас смущаюсь. Я, в общем, там наборы всякие для взрослых. Нет, для одного, для двоих, для троих даже. Пойдем хоть? Хотел со мной зайти. Я туда не пустил. Не знаю, какой-то там, не знаю, что там продается, непонятно. Пойдем вон лучше туда. Смотрите, какие здесь у нас автобусы появились, двухэтажные. Вот это прикольно, я бы сам бы такую экскурсию сделал. Сколько живу, ничего еще не знаю. Так хоть проехаться, расскажут, что-нибудь покажут. Красоты местные, достопримечательности. 1800 рублей. 1800 рублей стоит прогулка. А 1600 льготная, многодетная скидка 200 рублей. Ну и для студентов еще тоже, для инвалидов, пенсионеров. И еще прогулка совместная с этим, с теплоходом. Есть живая музыка бесплатно. Даешь сколько хочешь. Я очень люблю поставить послушать, куда не торопиться. И вам показывать немножко атмосферу. Слышу все твои проще сказать, не растерять. Можно называть как тут. Госдум. Так, ну здесь спускаясь переход подземный, ждешь чего-то, что там что-то начнется, просто слышно уже снаружи музыку. Есть большое подозрение, что YouTube подумает, что это оригинальная музыка. Наложит фаны вообще, просто аж до ура. Играют, красавцы, молодцы вообще. В каком-то веке мы днем добрались до Манежной площади, до Красной площади.
Обычно все время к ночи сюда только добираемся. Здесь есть фонтаны, в каких здесь можно купаться было. Я купался, когда был молодой. Не такой, как сейчас. Вон там можно пройти, и там фонтанчики обливаются. Красивенькие. Пойдемте, пройдемте под освежающим фонтанчиком. Полина, давай, вперед. Ой, классно идешь, этот маленький катер такой. Не сильно заливаем. Здесь, кстати, внимание. Бесполетная зона. Я не дрон здесь не запускаю. Блин, за решеточкой сразу же. Здесь у нас вечный огонь. Солдаты стоят вот так вот. На службе никогда не двигаются. Муха сядет, кто не сядет, Никита, представляешь, нельзя двигаться. Шевелиться нельзя. Представляешь? Что? Они не могут не пошевелиться, ничего, если даже муха сядет на нос. Почему? Птица сядет, нельзя. Почему? Потому что они должны стоять по стойке смирно вот так. Здесь еще проходит фестиваль цветов. Цветочный джем. Очень много цветов. И по всей Москве вроде точки разбросаны. Вот так вот. Ходишь, фотографируешься, дышишь ароматами. Всегда было интересно, как перевозить самокат. Вот так, на одном самокате 10 самокатов поехали. Это вообще как оно сохраняет баланс? Легко. Если кто знает, напишите в комментариях. И посмотрите, как снимается сумасшедший тикток. Это примерно вот так он. Особенно вот бегающая девушка мне очень нравится. Прям настоящий Это клип оператор. какой? Может, клип сниму. Давно я когда проходил, тоже здесь был.